Утром покормила пшеничную закваску 1,2,2. Сейчас вернулась домой, была уверена, что она уже опала и уже перекисла. Но ничего, она сейчас вот как раз только начинает проваливаться, выглядит хорошо. Рискну на ней замесить. Хочу чего-нибудь цельнозернового. Дома, кстати, снова прохладно, на улице 17. В доме порядка 20-21, видимо, поэтому она и держится до сих пор. Состав я придумала такой. 100 граммов закваски. Здесь как раз 100 граммов, я именно столько ее и накормила. 350 граммов воды. Вода холодная из-под крана. Размешаю закваску с водой. В качестве базовой муки я возьму цельнозерновую пшеничную. У меня фиолетовая мука крым-сарайская. Можете взять любую цельнозерновую пшеничную муку, которая вам нравится. 400 граммов. Для полноты вкуса и колорита добавлю цельнозерновую ржаную. 50 граммов. И для легкости и разрыхления добавлю высший сорт оники 50 граммов. Нарушу правила и сразу добавлю соль 10 граммов, чтобы не затягивать время и быстрее замесить. И еще я хочу добавить подсолнечных семян целых 100 граммов. Замешиваем. Провела первичный замес теста, оно такое липковатое пока. Оставлю его отдохнуть минут на 30-40 и потом еще раз промешу. Через 40 минут хочу замесить тесто. Оно увлажнилось, стало более липким. Промешу его на столе минут 5, это максимум, а может быть и быстрее. Посмотрим, как будет собираться тесто. Я не хочу делать это тесто более влажным. На одной миске немного растительного масла, чтобы тесто не прилипало при брожении. И уложу на брожение часа на 4. Тесто пробродило 4 часа. Увеличилось, но не слишком сильно. И не выбродило, но уже довольно поздно. У меня нет возможности дальше за ним следить. Поэтому я сейчас сделаю ему формовку. Оп. Видно, что тесто бродит активно, но все-таки оно еще не до конца выброжено. Формовку решила делать круглую и расставить в корзинке. Хотя цельнозерновой хлеб, в большей степени здесь цельнозерновая мука, имеет более нежный каркас, его, как правило, предпочтительнее печь все-таки в форме металлической. Но я захотела сделать его подовым и расставить в корзинке. Корзинку припыляю мукой, подхватываю тесто, укладываю швом вверх, распределяем, накрою бахилами и оставлю на расстойку до утра в холоде. И я вот сейчас думаю, сделать ли мне это в холодильнике, либо вынести на балкон. Сейчас на улице 11 градусов. Под утро станет еще холоднее. Пожалуй, что я вынесу на балкон. Точную температуру расстойки я не буду знать, но мне интересно, что из этого получится. Утром берем наш хлеб. Он хорошо подошел. Выкладываем его на пекарскую бумагу. Убираем лишнюю муку. Делаем любой надрез, который вам нравится. Надрез мы делаем, чтобы хлеб не треснул в процессе выпечки. Выпекать я буду в казане чугунном. Выкладываю хлеб на крышку сковороду. Накрываю корпусом казана и ставлю печься. Хлеб готов, он красавец. Смотрите, какой ровный, аккуратный получился, замечательный, пропеченный, румяный. Колпак я сняла в середине выпечки. Сейчас хлебу нужно обязательно дать остыть, а потом можно будет резать и наслаждаться.